Всем добрый вечер. Как ваши дела? Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом очень классного и интересного картофельного хлеба. Это ни на что не похожий запеченный картофель. Когда я впервые попробовала этот рецепт, я теперь повторяю его постоянно. Нам с вами понадобится лук, который мы мелко нарежем. Можно использовать просто зеленый лук, а можно использовать лук-порей. Этот рецепт можно смело назвать драники из картошки, но только получаются это не драники, а целый картофельный пай. Это очень простой рецепт очень вкусного картофельного пирога, который хочется повторять и повторять. Кстати, он очень классно хранится в холодильнике. У этого рецепта масса названий. Кто-то называет его запеченный картофельный салат, а я его называю вообще новый хлеб. Это лучше, чем багет, это лучше, чем любой другой белый хлеб. Потом вы увидите, что у нас получится. Я обещаю вам, как только вы попробуете, не поленитесь и приготовить этот рецепт, вы меня спросите, почему я раньше не знала этого рецепта, такого здорового и дешевой еды за 5 минут. Далее берем перец и мелко-мелко нарезаем. Здесь важно, чтобы все овощи были нарезаны мелко, поэтому я в последующем этот перчик еще более мелко порезала. Как говорится, шпината много не бывает. Кстати, этот рецепт можно еще и назвать омлет в духовке. Вот посмотрите, сколько у него названий. И запеченный картофель, и картофельный пай, и рецепт шпината с картошкой, и омлет в духовке. Но я на самом деле называю этот рецепт невероятно вкусный овощной хлеб. Звучит необычно. Это по-настоящему новый способ изготовить хлеб, которого вы еще никогда не пробовали. И это бомба вкуса. Я даже так могу сказать, этот рецепт вызывает привыкание. Высыпаем наш шпинат к перцу и к луку. Кстати, емкость может быть любая. Важно, чтобы вам было удобно в ней смешивать. Морковка. Натираем ее на средней терке. И также натираем 3-4 картошки. Я положила 3, хотя по рецепту можно смело положить 4-5. Все овощи тщательно перемешиваем, и мы будем с вами приступать к приготовлению нашей добавки, чтобы у нас получился в результате омлет в духовке с овощами. Нам с вами понадобится 4 яйца.
4 столовых ложки оливкового или любого другого растительного масла. Четыре столовых ложки муки. И 4 столовых ложки молока. Смело добавляем 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку молотого перца. Также я добавила пол-упаковки разрыхлителя. Не бойтесь добавить много соли и перца, в готовом блюде получится идеально. Выливаем омлет к подготовленным овощам. Ищем самый большой противень, который нашли дома, покрываем его обязательно пергаментной бумагой и выкладываем наши овощи вместе с омлетом. Посыпаем нашу картошку в духовке небольшим количеством сыра. Я посыпала сыром чеддер, на самом деле без разницы каким. Кунжут. У меня дома был белый, можно добавить еще и черный. Та-дам! У нас получился, наверное, самый необычный рецепт запеченной картошки. Картошки в духовке, картофельного пая, омлет в духовке с овощами. Тут же еще у нас и шпинат, хотя я называю этот рецепт самый необычный хлеб с овощами. Я всегда разрезаю на вот такие большие кусочки. И посмотрите, насколько пластичный у нас получился картофельный хлеб. Его можно использовать для бутерброда. Он идеально сочетается по вкусу со сметаной, идеально сочетается по вкусу с любым мясом, с колбасой, а можно даже с сыром. Его классно дать ребенку в школу. Можно его порезать, и получится прям сэндвич. Это простая здоровая еда, которая не займет много вашего времени.
Этот хлеб или картофельный пирог, неважно, как вы его будете называть, но это очень вкусный рецепт, идеально хранится в холодильнике. И поэтому вы сможете радовать себя и свою семью еще очень долго этим рецептом. Конечно, можно разрезать его и на более маленькие части. И тогда он идеально подойдет и вам и для завтрака, и для перекуса. Его можно взять с собой на работу. В общем, да, вы уже поняли, я обожаю этот рецепт, постоянно его готовлю. И никто никогда не скажет, что это просто картошка с овощами. Получается то ли хлеб, то ли омлет, то ли просто запеченный картофель, то ли тот самый полезный пирог со шпинатом. Мы очень старались для вас сделать максимально подробный рецепт, чтобы у вас точно получился такой же классный результат, как у нас здесь на видео. Как видите, это очень пластичный картофельный пирог, который можно использовать и на ужин, и на перекус, и взять с собой на работу. Пожалуйста, напишите ваши комментарии, если что-то непонятно, если что-то у вас не так получается с пропорциями, мы обязательно вам все ответим. Я обожаю, напомню, этот картофельный пирог именно со сметаной. Поставьте нам лайк, тоже здорово. Готовим дома с любовью. Классные простые рецепты Тили. Подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк и нажмите колокольчик. Всем доброго дня и хорошего настроения.